Знаете ли вы, что за прошедший год около 150 астероидов пролетели ближе к Земле, чем Луна? Но это не самая страшная часть. Страшно то, что некоторые из них заметили только после того, как они пролетели мимо. И если бы хотя бы один из них взял чуть другую траекторию, целые города исчезли бы. Именно это тревожит ученых. Невидимое подмножество вещей, прячущихся там, где наши телескопы не видят. Давайте разберемся, что это значит. Астрономы ведут список астероидов, которые забредают в нашу окрестность. Если орбита камня приближается к Земле, он присоединяется к особому клубу под названием «околоземные объекты» или NEO – Near Earth Objects. Этот список может включать все, от безобидного маленького космического галапа, который не разобьет окон, до камня, достаточно крупного, чтобы вызвать землетрясение Вселенной. NEO – это обломки, оставшиеся от формирования планет. Некоторые из них оказались уютно размещены в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Но часть обломков была подталкиваема на траекториях, пересекающих орбиту Земли. Именно эти камни нам важны, потому что они все еще блуждают по Солнцу, периодически приближаясь к нам слишком близко. Самые крупные объекты легче всего обнаружить. Они редкие и яркие, чтобы выделяться на обзорах неба. Пока что ни один из этих крупных объектов не кажется направляющимся к Земле в ближайшее время. Однако настоящая тревога исходит от среднего класса астероидов. На бумаге многие из них относятся к категории потенциально опасных объектов, или ПООБ, но прозвище «разрушитель городов» объясняет их лучше. Эти камни не настолько огромны, чтобы стереть планету, но они могли бы разрушить город и повлиять на климат на несколько сезонов. Некоторые по ширине сопоставимы со стадионом и входят в атмосферу быстрее любого летящего снаряда. НАСА оценивает, что вокруг 25 тысяч околоземных астероидов имеют ширину как минимум 140 метров, 460 футов, но мы обнаружили лишь часть из них. По сути, прочные орбиты есть менее чем у половины разрушителей городов. Остальная часть существует лишь как цифры в моделях. Мы знаем, что они должны быть там, просто пока мы их не видели. Почему их так трудно заметить? Некоторые астероиды почти черные и сливаются с космической темнотой. Другие находятся ближе к Солнцу с нашей точки зрения, поэтому телескопы перегружены яркостью. Это все равно, что пытаться найти комара, смотря прямо на Солнце. Пожалуйста, не делайте так. С Земли эти камни чаще всего теряются во свете Солнца. Мы можем увидеть их лишь сразу после заката или прямо перед рассветом. И этот шанс существует только тогда, когда небо идеально ясно и астероид попал в точку на небе. В противном случае он снова исчезает в слепой зоне Солнца, играя в прятки с нами. Нас недавно поразило. В 2013 году Челябинский метеорит прилетел из направления восходящего солнца. Никто не увидел его вовремя, потому что он приближался с неверной стороны. Он взорвался над регионом, разбив окна по городу и отправив в больницу более 1000 человек. Самое страшное – метеорит был всего около 18 метров в диаметре. Теперь представьте разрушителя города, подходящего с того же направления. Камень размером с стадион, вырвавшийся из блеска солнца, дал бы нам очень мало предупреждения, может, пару дней или неделю, а не десятилетия. И мы знаем, слепая зона не пустая.
Наблюдения уже выявили по меньшей мере одного крупного астероида в этом регионе, который ученые могут всерьез рассматривать как разрушителя планеты. Его называют 2022 АП-7, и он огромен. Этот объект шириной более чем полкилометра, такое, что если бы он ударил Землю, это был бы катастрофический день для всех. Астрономы нашли его с помощью сверхчувствительной камеры темной энергии в сумеречное время, направив телескоп в ту часть неба, которую большинство обзоров обычно обходят стороной. Хорошая новость в том, что АП-7 не летит прямо к Земле. Его орбита пересекает орбиту нашей планеты, но синхронность времени не сходится, поэтому мы не встретим его в ближайшее время, ни в этом, ни в следующем проходе, даже на протяжении нескольких столетий. Плохая новость – то, на что это открытие намекает. Если на обнаружение такого потребовалось столько усилий, то что еще мы упускаем? И 2022 АП-7 лишь один из потенциально опасных объектов. Другие астероиды ближе к Солнцу также были замечены во время тех же сумеречных поисков. Новые моделирования показывают, что некоторые из этих скрытых камней не случайны. Группа, по-видимому, разделяет орбиту с Венерой. Они не вращаются вокруг Венеры сами по себе. Они вращаются вокруг Солнца по почти одинаковой длительности орбиты. Иногда они опережают планету, иногда отстают, как дети, бегущие по одной дорожке, но держатся в допустимом расстоянии друг от друга. Астрономы уже знают примерно около 20 таких коорбитальных объектов с Венерой, и их пути далеки от устойчивости. Гравитация Венеры, Земли и других планет продолжает притягивать их. И на протяжении тысячелетий их орбиты могут растянуться так, что они начнут пересекать орбиту Земли. Большинство пролетов безвредны, но один несчастный проход может оказаться тем самым важным. Так что можно с этим сделать. Первый шаг прост в теории – обнаруживать их раньше. Цель астрономов – запустить инфракрасные телескопы и вывести их в космос. У нас есть потрясающие телескопы JGST и телескоп Габбла, но направлять их на Солнце нельзя. Яркость звезды может их повредить. Поэтому нужен телескоп на орбите вокруг Венеры или тот, который будет сопровождать ее. Он окажется в гораздо более выгодной позиции, чтобы следить за астероидами в этом регионе. НАСА запускает проект NEO Surveyor, цель которого – решить проблему. Он должен сканировать внутреннюю часть Солнечной системы, чтобы вовремя обнаруживать опасные астероиды. Также мы узнаем, что можем реально двигать астероиды. Миссия DART НАСА столкнула небольшой космический аппарат с камнем, слегка изменив его орбиту. Незначительно, достаточно, чтобы доказать, что это возможно. Это похоже на поворот самолета на 1 градус, пока он еще над океаном. К моменту прибытия к вам эта маленькая поправка может заставить его проскочить мимо на 1000 миль. Команды по всему миру тратят дни на уход за космическими камнями. И да, это действительно оплачиваемая работа. НАСА имеет ведомство координации планетарной обороны в Европе, Центр координации НЕО. Обсерватории подают им ночные данные неба, а компьютеры мгновенно проверяют орбиты каждой точки. Если камень может слишком близко забрести, он попадает в список риска и получает дополнительное внимание. Каждое новое фото обновляет орбиту еще немного. Иногда это приводит к кратковременному повышению уровня опасности. Именно так произошло с 2024 Irlscoar-4.
Он кратко достиг 3-го уровня по Торино, прежде чем лучшие измерения успокоили всех. Саму шкалу используют от 0 до 10, и все, что поднимается выше 3, редкое событие, вызывающее вопросы. Вся система устроена так специально. Заметили что-то странное, сопроводись. Собрали больше данных и решайте, снижать тревогу или оставаться настороже. Большую часть работы делают так: нумерация, фиксация орбит и исключение ложных тревог. Это спокойная, тщательная рутина и позволяет миру быстро реагировать, когда появляется камень, который не просто пролетает мимо. Так что насколько стоит нас беспокоиться за эти гигантские камни-разрушители планет? Кратко, не очень. Ничего такого размера в ближайшее время не предвидится. Мелкие городские угрозы хитрее. Вероятность того, что один из них ударит Землю вскоре, все еще мала, но не нулевая. Считайте это космической лотереей, которая длится миллиарды лет. Иногда раз в очень долгий срок Вселенная звучно подсказывает астрономам обратить внимание. Это не повод для паники. Это повод строить лучшие глаза в космосе и быть готовыми увидеть по-настоящему плохой билет вовремя, чтобы можно было что-то сделать. На сегодня все. Если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями.